Единственный город на острове Парамушир, Северо-Курильск, по своей сути является городом на вулканах. Жители в буквальном смысле слова здесь живут в постоянном ожидании катастрофы. Всего на острове 23 вулкана, из которых 5 считаются действующими. Ближе всего к Северо-Курильску расположен вулкан Эбека, который периодически просыпается, выбрасывая в воздух клубы дыма и заставляя дрожать землю. Но если сейчас, в условиях действующей системы оповещения, немногие жители города могут суметь обезопасить себя, то в 1952 году, когда как таковых систем оповещения о сейсмоактивности и цунами не существовало, все могло произойти неожиданно и привести к самым катастрофическим последствиям. Так и случилось в ночь с 4 на 5 ноября 1952 года, когда дома в городе затряслись. Началось землетрясение амплитудой до 8,3 баллов по шкале Рихтера. Первыми, кто понял, что происходит что-то ужасное, стали рыбаки. Позднее моряк рыболовецкого траулера Павел Смолин показывал на допросе: 5 ноября 1952 года я вместе с другими рыбаками находился в море на логере, идя по второму проливу в районе Банжовского мыса. Наш логер накрыла первая волна высотой несколько метров. Находясь в кубрике, я почувствовал, что корабль как бы опустила в яму, а затем выбросила высоко вверх. Через несколько минут последовала вторая волна, и повторилось то же самое. Затем корабль пошел спокойно, бросков не ощущалось. Жители же Северо-Курильска, привыкшие к подобному, практически сразу с началом землетрясения оставили свои дома и поднялись на возвышенности. Возможно, если бы они там и остались, трагедии бы не произошло. Но после окончания толчков наступила тишина, и многие решили, что все закончилось. Никто не мог и подумать, что обманчивая тишина спустя буквально 40 минут приведет к одной из самых жутких природных катастроф. Жители стали возвращаться в дома, когда с Тихого океана налетела первая волна, высотой-то 8 до 10 метров. Все, кто к этому моменту спустились, уже были обречены, шансов спастись у них не было. И вновь те, кто уцелели, решив, что все окончено, стали спускаться. Но спустя 15-20 минут, вслед за первой, вскоре пришла вторая волна, по некоторым данным, достигавшая высоты от 10 метров до 15. Сохранилась справка офицера милиции Сахалинского отделения, в которой сказано: кто успел, в одном белье бежал к сопкам, чтобы уберечься от океанских волн. Вторая, более мощная, волна цунами носила и кружила в водовороте многотонные тракторы, грузовики и станки. Спустя некоторое время остров накрыла третья волна, высотой от 5 до 8 метров, которая довершила начатое предыдущими. Большая часть тел погибших мощными волнами была смыта в море, город практически перестал существовать. Сохранились только здания, стоявшие на возвышенностях, памятная стела летчику Талалихину и входная арка местного стадиона, позднее прозванная «Врата Апокалипсиса». Как позднее рассказал кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, на территорию города даже вынесло синего кита. Представляете масштаб событий? Синий кит — самое большое живое существо на планете. Это было ужасно, и самое главное, все произошло очень быстро. Сразу после катастрофы была организована спасательная экспедиция. Тем, кто спасся на сопках, сбрасывали с самолетов теплую одежду и еду, а с 6 ноября началась эвакуация выживших. Однако даже в такой ситуации были зафиксированы случаи мародерства. Например, в развалинах государственного учреждения неизвестными был взломан банковский сейф, из которого были похищены около 270 тысяч рублей. Кстати, воришек позднее задержали. Ими оказалась супружеская пара, которые обнаружили на месте рыбокомбината сейф, в котором хранилась завезенная перед катастрофой заработная плата. Поделив деньги, супруги разделились. Муж отправился во Владивосток, а жена — в Ворошилов. Мародеров сгубила жадность. Получив от государства компенсацию, супруга бросила скупать в магазинах Ворошилова золото и драгоценности. Сотрудники милиции на нее обратили внимание по самой простой причине. Получив около 3500 рублей помощи от государства, женщина накупила всего более чем на 30 тысяч. После того, как волны схлынули, были и случаи мародерств, совершенных военными. Так, матросы, подбирая разбросанные бутылки со спиртным, перепились, и некоторые занялись грабежами. В соседнем поселке после бегства пограничников вообще все имущество осталось без охраны и было разграблено. Некоторые очевидцы вспоминали, что местные жители даже косились на военных. Однако подобные факты все-таки не были массовыми.
Рискуя собственными жизнями, местные жители во время цунами спасали детей и стариков, выручали друг друга. Рыбаки и прибывшие корабли тщательно прочесывали океан в поисках выживших. По некоторым данным, были спасены порядка 192 человек. Однако картина, которая была на месте бывшего города, поражала даже видавших виды фронтовиков. В течение первой недели после цунами все погибшие были похоронены, а позднее выброшенные океаном уже хоронились отдельно. Причинами цунами, по отчету сейсмологов, стало землетрясение, эпицентр которого находился на глубине около 30 километров под морским дном. А само расположение островов привело к усилению силы волны и повышению ее высоты, что, собственно, и произошло. Сейсмологи подсчитали, что количество, выделенное в результате землетрясения, во много раз превосходило землетрясение в Ашхабаде в 1948 году. Фактически причиной цунами стало то, что зона материка пришла в движение, возбудив волны в океане. Общее количество погибших доподлинно неизвестно. В восстановленном городе есть памятная доска, ими 2236 человек. Однако океан еще долгое время выбрасывал на берег людей. По мнению некоторых исследователей катастрофы, число жертв среди гражданского населения составляет порядка 3-4 тысяч человек. При этом сюда не входят потери среди военных. Некоторые уверены, что если учитывать не только коренных жителей, но и военных и прибывших на заработки граждан СССР и Кореи, то число жертв будет порядка 8 тысяч человек. В подтверждение этой версии говорит то, что даже сегодня засекречены данные о потерях военных моряков в ходе цунами 1952 года. По личному распоряжению Сталина катастрофа была засекречена. Правда, полностью утаить ее не удалось. Так, американцы предлагали свою помощь в спасательной операции, однако от нее отказались по вполне прозаическим причинам. Бесплатно США не делали ничего, а прибывшие силы вполне справлялись и без посторонней помощи. По воспоминаниям, выжившие после цунами на протяжении нескольких дней не могли реагировать спокойно ни на какие посторонние шумы, у них сразу начиналась паника. Однако со временем состояние таких пациентов стабилизировалось. Город вскоре начал восстанавливаться, однако большая часть жителей в него уже не вернулась. Кстати, тем, кто уехали сразу, не была выплачена последняя заработная плата. А в связи с секретностью многие пострадавшие просто не могли ничего добиться. И хотя перечисленная помощь по тем временам была настолько значительной, что погорельцам завидовали в том же Ворошилове, многие позднее столкнулись и с проблемами восстановления документов, и с подтверждением трудового стажа. Только после трагедии Северо-Курильска правительством было отдано распоряжение об организации системы оповещения, которая действует и по настоящее время. Сегодня в восстановленном городе проживает всего около 2000 человек. После этой трагедии в городской черте устояли лишь памятник герою СССР летчику Талалихину, стадионные ворота и считанные здания, расположенные на возвышении вдали от побережья. Город оказался стертым с лица земли, а вместе с ним полностью исчезли и несколько мелких поселков на Парамушире и Шумшу с населением не более 10 тысяч жителей. Количество смертей в пригородных населенных пунктах достоверно неизвестно, так как большая часть их жителей являлись засекреченными военными. Спустя десятилетия краеведы попытались восстановить события, и по результатам кропотливой работы было установлено, что жертв цунами было как минимум 8 тысяч человек. В тот период времени учетная работа среди населения Северо-Курильска не была четко налажена. Постоянно проживающие, сезонные приезжие работники, секретные военные части с неразглашаемым численным составом. По официальным сведениям, в 1952 году в одном лишь Северо-Курильске проживали до 6 тысяч человек. В 1951 году юный Константин Понедельников с друзьями отправились на подработку на Курильские острова. Они занимались строительством домов, оштукатуриванием стен, помогали с обустройством внутренних помещений местного рыбокомбината. По его рассказам, на Дальнем Востоке в тот период было множество приезжих. В тот злосчастный день Константин вернулся с улицы поздно, ближе к 3 часам ночи. Приготовившись ко сну, сразу почувствовал, что дом сотрясается. Бывалый сосед из местных посоветовал одеться и быстро выходить на улицу. Константин прислушался и выбежал из съемной комнаты. Земля на улице буквально уходила из-под ног, а со стороны берега послышались стрельба и испуганные голоса. Оттуда бежали люди с криками «Война!». По крайней мере, именно так поначалу послышалось Константину.
О самом же деле рыбаки спешили предупредить горожан о надвигающемся цунами, громко крича «Волна!». Спешащие спастись местные понеслись вверх, к сопкам, где располагалась погранчасть. И вместе с другими побежал Константин. Все знали, что на возвышении раскинулись армейские блиндажи, где проводились военные учения. Там горожане и планировали укрыться холодной ноябрьской ночью. Эти блиндажи потом стали прибежищем уцелевших людей на ближайшие несколько дней. Когда отошла первая накрывшая Северо-Курильск волна цунами, спасшиеся люди спустились вниз, пытаясь отыскать пропавших близких. Мало кто понимал, что цунами имеет огромную длину волны, и до подхода следующей может пройти внушительное время. Так и вышло. Высота второй и самой мощной волны, по самым смелым оценкам, достигла 18 метров. Именно она и оказалась наиболее разрушительной. Третья же утащила с собой все, что было разрушено предыдущими. Омывающий Парамушир пролив заполнили плавающие обломки стен и крыш домов. По официальным сведениям, в одном лишь Северо-Курильске погибли свыше 2300 человек. После полной ликвидации последствий стихии многие исчезнувшие поселки так и не восстановили. По этой причине к середине 50-х население на островах существенно сократилось. Портовый город Северо-Курильск решили отстроить на другом месте. При этом, как утверждают специалисты, проведением необходимых экспертиз снова пренебрегли. И в результате город снова очутился в небезопасном положении, на пути потенциального движения грязевых потоков действующего Эбека, одного из наиболее активных вулканов на Курилах. Печальные события 1952 года стали ключевыми для постановления правительства о формировании службы по предупреждению о приближающемся цунами. В 1956-м Президиумом АН СССР на сейсмическую станцию Южно-Сахалинск возложили соответствующие задачи. Позже к ней присоединились еще несколько.